Итак, 960-е годы. Что происходит? Застой. Застой Империи Грифонов. А это государство, на минуточку, мажор. А вы помните застой Красного Мажора в реальной жизни 1970-80-х и что с ним стало? Так вот, Гровер IV, император Империи Грифонов, умер. Нет, он не наелся и спит. Он умер. От инсульта. А так как это монархия, по идее, власть перейдет его сыну или типа того? Да и нет. Гроверу Пятому, сыну Гровера Четвертого, всего лишь 10 лет, и знать решается поставить регента, Гута Шестого, тогдашнего хранителя идола Барии и правителя Гриффинстоуна. Ведь семьи Гута и Гроверов еще 150 лет назад заключили пакт о разделе сферы влияния их семьями империи. Эти семьи, типа, главные. Вот. И правление Гута Шестого кончается через 6 лет, через его убийство Циклопомари Мапси, и идол утерян. Сказали дворяне. И они основали регентский совет в Гриффенхейме. Правда, с приходом этого совета увеличивается инфляция, бедность, коррупция, усиливается автономия крайних зависимых государств от империи грифонов. А еще по службе выходит крайне интересный грифон Киммерскай, артиллерист, либерал-бой, заговорщик. Стоп, что, заговорщик? К началу 978 года он со своими ребятами-офицерами готовит переворот. Ведь империя уж не такая сильная, а ее варварские повадки использовать рабов и крепостных лишь вызывают рвоту. И идея правления республиканского строя правления у Киммерская вызывает горение шишки. Киммерская 3 февраля 978 года с армией в 200 тысяч грифонов удает бою гарнизону охраны Гриффенхейма. Ошеломительный успех. И вот уже триколорный флаг республики веет над дворцом Гриффенхейма. Но стоп! Где же Гровер Пятый? Он сбежал с Иросом. Run. Говорит Киммерскай и понимает, что городок Гриффенхейм мал для осуществления мечты республики. Разделив армию на несколько частей, Киммерскай берет под свое управление 60 тысяч грифонов и 600 единиц артиллерии. Он выдвигается на север, на Энтер-Ривер. Поблизости от города, на реке Грифкинг, он встречает войско Йонаса Хардвейлера. Так как Йонас гулял за ночь до битвы, он не смог трезво оценить ситуацию. Он проиграл, и Эрос, типа главный, изгнал Хардвейлера в Зебрику, где он и спился. Остатки войск Йонаса отходили все дальше на север, а потом и вовсе сбежали в клубничное герцогство. Захватив корону, Киммерскай видел сладкий город Винин, последний незахваченный город на западе. Но в нем правил отец Киммерская, Алдус Киммерскай, и Винин находился через реку. Что делать? Киммерскай вспомнил о своем превосходстве артиллерии и выманил войско Алдуса из укрытия. Под открытым шквалом артиллерии войско Алдуса не смогло штурмовать Киммерская. Уже в прямом столкновении гарнизон Алдуса потерпел поражение из-за предшествующих потерь под огнем артиллерии. Выжившим остаткам гарнизона Империи предлагали перейти на сторону Республики, а граф Финина, отец Киммерская, Алдус, был казнен. Успех же офицеров Разокрылого и Солнцехвостого на юге и западе дали возможность понять всем, Республика побеждает. Итак, что мы имеем? Беднеющая империя с жирующими дворянами, экстремисты-гармонисты, серия поражений обычным крестьянам, а еще фактически развал империи. Не очень хорошо, да? Вот Эрос так думал, он уже тогда являлся архонтом. Но что такое архонт? Религия грифонов. Это вера не в одного бога в три лика, а просто в три бога. Ну еще был четвертый. Так вот, боги. Борей, фактически главнейший из них, Эйр, бог плодородия, Арктур, бог войны. И для этих главных богов были отдельные священники, архонты. Это звание было почетным для верующего Грифона священника, ведь фактически это Папа Римский, только в тройном экземпляре. И вот, Эрос был архоном Борея. Эрос VII уже был тогда старше Гровера V или Гута VI, и он умел управлять. А слово «управлять» тогда не знало большинство знати, как вы должны были понять несколько минут назад. Сказали дворяне. И они основали регентский совет в Гриффенхейме. Увеличивается инфляция, бедность, коррупция. После побега Эреса с Гровером V из дворца, он не сидел на месте, он собирал армию на севере. Ведь клубничное герцогство и Бронсхилл сохранили свою верность даже после развала империи. На одной пехоте идти на артиллерию опасно, вспоминаем Алдуса. Что делать? Танки. И раздумал так же,
и заказал на фабриках клубники 500 разнообразных экземпляров Airbender. А также он объявил призыв и собрал армию в 450 тысяч грифонов. Эта армада выдвинулась на захваченный Гриффенхейм республикой. Тогда Киммерскай собрал в кулак 200 тысяч грифонов, около 3000 артиллерий и всю новосформированную ВВС республики. Эти силы могли спокойно противостоять армии Империи в защите, но что-то пошло не так. Да ты чё? В итоге ВВС республики просто улетели на Халкландские острова. Из армии республики в бой могло вступить 130 тысяч грифонов вместо 200, а артиллерия начала встревать в земле, и в поле боя вышло только 1200 экземпляров. Перед битвой стал ясен исход, и Киммерская решил отступать на северо-восток. Через Феофия в слабое герцогство, Калдбьюри. Собрав яйца в кулак, Киммерская с солнцехвостами и разокрылым собранной армией сначала отступили к Феофии, а затем ворвались через нее в Калдбьюри. Феофия была преодолена быстро, а вот города Северного герцогства держались достойно, и прибрежные города превращались в крепости с снабжением из моря. Но это изменилось подходом республиканского флота. В итоге герцогство пало, и республика утвердила его границы как свои собственные. Здесь Киммерская выдал указ о несменности правителя до возвращения стабильности, что превращало его в вечного президента. Но что насчет юга? Около 70 тысяч грифонов остались на юге Гриффенхейме. Верно, они отошли на территорию Энгривера, леса Шейсвальда. Там они вели партизанскую деятельность, устраивая набеги и ломая инфраструктуру. Южные республиканцы получили сообщение от Киммерская, но им было все равно. Это теперь их республика, с своей идеей. Ну, так думала Блэкрок, офицер, возглавивший свою часть армии. Она выдвинулась на захват Гриффинстоуна, но не чтобы воздвинуть триколорный флаг, а объявить это собственным пиратским королевством. Она потерпела крах, и она довольствовалась восточными горами Гриффинстоуна. За революцию и контрреволюцию республика и империя потерпели крахи. Империя довольствовалась герцогскими территориями, учитывая, что она владела половиной континента, а республика – малым северным королевством, где начали процветать бандитизм и пиратство. Бывшая юг империи начала управляться собственными, теперь независимыми монархами, а пограничные государства встречной коалиции резко сплюнули клятву и присягнули собственным разным идеалам. За эти несколько лет умерло 150 тысяч грифонов, как военные, так и невоенные потери. Также появилась разутая бюрократия и застрявшие на новые технологии войны. Из хороших итогов сделан рекорд Генрихом Майером, что составило рекордное расстояние, пройденное эскадрильями от Гриффенхейма до Халкландских островов. Проработаны новые тактики и стратегии войны танками и пехотой соответственно. Улучшение военных технологий. А также счастливый Киммерскай, получивший собственное государство, в котором он является вечным президентом. Не, в натуре классно. Четко. Умеете, могете просто.